Значит, я вам рассказывал сейчас о той детской акции, которая очень осталась в моей памяти. Это дни 27-28 марта 1944 года. Они у меня, конечно, остались в памяти очень и очень глубоко. И не только в памяти, даже в сердце. Правда, я в этой акции не потерял никого из близких знакомых, но все они мне были родные. Вы знаете, дела на фронте у немцев шли не ахти важно. И это мы чувствовали и видели. И каждый жил с надеждой в ожидании того, что вот-вот-вот, может быть, мы и переживем этот страшный ужас. Также я надеялся, безусловно, на это. Но в июне месяце началась ликвидация Каунасского лагеря. Начали вывозить людей в неизвестное нам направление. Это начался новый период переживания, муки, незнания, как поступить и как быть. В нашем доме, в бараке, допустим, где мы жили, в блоке, и где были склады картофеля, мой отец устроил такой малину, так как называемую, что можно было туда зайти, заползть на животе. Мы пробовали, там было много народу, но когда мы были там, не было чем дышать, не было как там вообще-то быть. Это было очень страшно тяжело, и никто не знал, сколько же времени придется, значит, это сидеть. И когда начался период ликвидации гетто, и мы видели, как немцы шныряют своими собаками, вынюхивают и выискивают каждые места, и мы уже знали с детской акции, что они взрывают это малины, вкралось у нас сомнение, нужно ли вообще оставаться в этом самом. Может быть, мы там останемся и будем заживо захоронены под этими обвалами в последние дни, перед тем, когда вот-вот-вот должно было прийти освобождение. Поэтому мы тянули до последнего времени. Я продолжал работать в этих мастерских, отец у себя. Но 12 июня был последний день работы в мастерских, и надо было, значит, явиться на пункт для отправки. И вот мы появились на этом самом пункте, и почти с последними эшелонами, значит, нас вывозили из Каунасского гетто, из того момента, где тебе казалось, что вот ты бы мог остаться в живых, если бы еще дотянул сколько-то. Когда водили наши колонны на вокзал, многие пытались бежать из этих колонн, но пули немецкие достигали их. Может быть, один-двум удалось избежать, но я видел, как скосило нескольких прямо на месте. Нас привезли на товарную станцию, где стояли подготовленные вагоны
Для нашей отправки около каждого вагона была охрана соответствующая. И вот нас начали загружать в это самые вагоны. Вагоны были грязные. Что там перевозили, наверное, скот или что-нибудь такое, не вычищенное, ничего. Загнали сколько только могли, как селедок в бочку, что не сидеть, не лежать вообще-то не было как. Ты должен был найти какое-то место, чтобы где-нибудь приютиться, прислониться. Вы не знали, куда вас вывозят? Нет, нет, абсолютно. До последней секунды. Никто ничего не знал. Поезд двинулся, и нас повезли. Куда нас везли, мы не знали. Были, правда, люди, которые прыгали с поезда. И один с нашего вагона пытался прыгнуть через окно. Но поезд останавливали, находили. Это было смертоподобно. После, кажется, сутки или 2 суток, я сейчас точно не могу сказать, поезд вдруг остановился. Значит, открылись двери, и, значит, немцы, полно на перроне было, понимаете, этих немецких СС-солдат, объявили, что все женщины и дети должны выйти с вагонов на перрон. Мужчины должны остаться в вагонах. Вы представляете, что это был за момент? Это был страх, это был шок. Это были семьи, муж, жена, дети, брат, сестра. Ничего не бралось во внимание. И так в принудительном порядке все женщины и дети, а были ребята, которые, знаете, хотели показать, что они немножко старше этих детей. Кое-кому это удалось до поры до времени. Значит, были отделены от мужчин. Дальнейшая их судьба в то время нам было неизвестно. После того, как проверили, нету ли здесь, не осталось ли кто-то, через какое-то время поезд двинулся дальше в путь. Итак, мы ехали, а куда мы едем, знаете, никто ничего не знал. В один день поезд остановился, и нас велели выйти с вагонов. Мы вышли из вагонов, все строятся. Между прочим, я так посмотрел, читать я умел, я увидел, что это станция Гаутинг. Но это мне ничего не говорило. Я абсолютно ничего не знал, что это такое. И мы оттуда нас построили в колоннах и повезли пешком к месту, где мы должны были прибыть. Мы прибыли, значит, в каком-то лагере. Почему это лагерь? Это было видно, что он огражден колючей проволокой высокой, с вышками, понимаете, вокруг, с током высокого напряжения.
со всем тем, что это должно быть. И нас привезли, значит, в этот самый лагерь. Где это и что, мы пока ничего не знали. Значит, мы должны были разместиться, мы разместились. Были временные такие бараки, как сегодня помню, круглые, значит, окрашены зеленым цветом, стояли на земле. Когда мы вошли, значит, никаких коек, там ничего, это и в помине не было. Это прямо на землю, значит, это надо было лежать. И мы разместились в этих. Потом нас всех собрали, велели раздеть всю свою одежду, сдать все свои вещи, все, что кто чего имел. Нам выдали арестантскую одежду, арестантскую, полосатую, белую, синюю, значит, брюки, куртку. Тогда было лето, значит, длинный вроде такой, как пальто, не дали. Рубашка какая-то, правда, была перед тем. Ботинки забрали, дали какие-то клумпы, знаете, чтобы нельзя было бежать или убегать. И это еще ничего, что забрали у нас, это вещи. Какая разница? Или ты одет в той одежде, ты одет в этой одежде. Забрали у нас фамилию, забрали наши имена. Мы только стали хефтлинги, то есть арестанты с арестантским номером. Мой номер, который у меня, никогда я его не забывал, был 81 422. Где его носили? Значит, он был на одежде, здесь пришит к этой арестантской, этой самой одежде. С тех пор уже не был Хаим, уже не был Гурвич, уже не был Иосиф, уже не был Миша или там так далее. Все, мы все были хефтлинги. Вы держались вместе с отцом Да. все это время? Значит, мы были вместе с отцом, конечно, мы все время, на протяжении этого времени, мы были с ним вместе. Мне было очень жалко моего отца смотреть на его, когда он, не молодой человек, должен был маршировать в ногу. Знаете, как мы должны были, в ногу. И если ты в ногу не попадаешь, ты получаешь с палкой по спине. Это было страшно. Это было страшно. Но это было то, что это было. И начались наши будные дни в этом самом лагере. Ходили мы, я говорю не мы, а я имею в виду я, работал в компании под названием «Моль». Это была очень известная большая компания, и строили мы подземельные гаражи или бункеры, где немцы еще пытались выпустить какое-то сверхмощное оружие, чтобы спастись от этого поражения. Мы работали по 14-16 часов в сутки. Я работал, как это называется, цементехале.
Значит, это место, где идет вся работа, связана с цементом. Разгрузка, погрузка, смешивание этого самого цемента. Для того, чтобы поднять, вы знаете, это и укрепить, это все своды, это все в основном шло цементом. И я никогда не знал, где лучше, то ли работать на разгрузке вагонов, где ты бегал, значит, поднимался на вагон, такой подъем, тебе кидали на спину 50 килограмм мешок цемента, и ты бегом должен был бежать, значит, разгрузить. И так целый день 14 часов. Или работать, я иногда попал работать внизу в таком бункере, где меня спустили цемент, я должен был открыть люк и добавить туда жвир, и это поднялся наверх. Ну что там было страшно, это была легче работа. Но когда спускали эта пыль цемента тебе ложилась в легкие, в нос, на глаза, что ты стал зацементированным. Ты не знал, где лучше идти. Или работать в том месте, где этот цемент подается под напором, и ты должен его утрамбовывать. Но вы знаете, что там было? Там люди настолько, когда были обессилены, что они не успевали это утрамбовывать, и эта струя цемента, которая шла, их прибивала к этой самой стене, и они вместе с цементом просто вошли в эту самую стену. Так что вот это было мое основное место работы. Я вам скажу, другие работали, и на других работах были люди, которые были электрики, которые были там, это самые плотники, которые были, имели другие специальности. А я молодой парень, я не имел никаких специальностей, и я не мог. Мой отец сначала работал, значит, в какой-то бригаде, его там устроили полегче, но впоследствии он уже не мог работать, он очень глубоко заболел. Я вам скажу его судьбу, как это было. Значит, дальше очень плачевно, как говорится, закончилась его судьба. И вот так мы должны были, а получать, то мы получали 300 грамм, иногда 200 грамм такого хлеба с опилками, одну тарелку водянистого супа и чашку черного эрзац кофе. Это было все, что ты получал. Вы можете себе представить, что делал с тобой голод. Это было страшно. А это если к этому самому добавить те, извиняюсь, вши, которые нас съедали в буквальном смысле слова, съедали днем и ночью. Это не просто вши, это громадные, которые влезали тебе в этот гуф, и после них остались раны, дырки. И когда я приехал после освобождения, у меня вся спина была в дырах. И сейчас еще остались рубцы
от этих самых то. Это было страшно. Не было бани, не было антлаузум, как говорят, вещи, чтобы они прошли. Это вот ты сидел, из себя их сбрасывал. Я даже не хочу больше об этом говорить, но это была одна из причин гибели многих людей в этом самом лагере. Болели ли люди тифом? Тифом болели ли люди? Вы знаете, тифом, я не знаю, если у нас болели, потому что если бы болели тифом, они бы закрыли этот лагерь. Поскольку лагерь не закрыли, я думаю, что у нас не было случаев тифа, как и не было случаев, чтобы я подумал, холод, голод, мокро и то. Неужели я не могу простудиться, насморк, грипп, что-то? Нет, тебе ничего не брало. Ты был обеспечен, ничего этого нету. Видимо, так уж устроен, знает человек. Значит, что я хочу еще добавить к тому, что было в этом самом лагере. После, когда шло к осенью, это круглые временные времянки были заменены, и мы перебрались жить в подземельных землянках. Кстати, номера имели бараки? Да, да. Вы Да. помните, в каком вы жили? Даже каждый блок имел, значит, блок Б, блок С. В каком блоке вы Я жили? в Б был. Значит, и в каждом, значит, таком жили примерно, по-моему, около 40 человек, если я не ошибаюсь. Значит, что это было? Мы увидим в дальнейшем, может быть, картинку. Это был, спускаясь вниз, длинный такой проход, с одной стороны, с другой стороны нары. Значит, нары – это доски, сбитые, как говорится, наспех, не струганные, одна выше, другая ниже, как попадает. Одна маленькая печечка, бунжурка, как ее называют, в середину, которая вроде должна была дать тепла и не давала на все это, на весь этот барак. С одной стороны и с другой стороны люди. Все старались пойти туда вперед, поближе к концу, а мы, как с отцом, не очень смелые, остались очень около дверей. Не было сена, не было соломы, не было ничего. Ты лежал на голой доске, не было одеял, не было чем накрыться. Был бумажный мешок, двухслойный, большой. Значит, когда ты шел спать, ты влезал в этот бумажный мешок, закрывался, то есть он сам тебе закрывал, потому что ты вошел в этот мешок, и ты лежал и спал. Это лежание, это была мука. Это все гости. Мяса не было, было одни кости. Это до того болело, что было страшно. Потому что внизу, кроме досок, ничего не было. Вот это был наше место отдыха. Мой отец не выдержал это все муки. Он заболел дизентерией. Он не мог идти на работу в дальнейшем. Он оставался в бараке. Один вечер, когда я пришел с работы, и я его нашел, он был поближе к печке, я его взял на свое место, мол, мы пойдем спать. Он мне сказал: знаешь что, сынок, у меня есть вот ножик маленький.
Я его спрятал, не сдавал. Возьми его, может, он тебе пригодится. Я говорю: папа, ну что ты? Я говорю: держи этот ножик, надо будет, будем, значит, пользоваться. Он говорит: нет, говорит, сынок, возьми его, пусть он будет у себя. И мы вроде уснули, я его поцеловал. Утром, это было где-то часиков 4, мы всегда поднимали нас рано. В первую очередь я, значит, к отцу посмотреть это. Я смотрю, он не реагирует ни на что. Я, значит, раскрыл этот мешок. Я смотрю, что он нету. Я, конечно, тут разрыдался, знаете, все там другие ребята подошли, все, то другое, ну что делать? А тут уже пришли Капо и немцы на апель. А апель это, значит, на подсчет. И, знаете, тоже разбитый весь. В этом я должен был пойти на этот самый апель. И, конечно, когда я возвращался, я его уже не нашел. Его, значит, это увезли, убрали. Но так я говорю, что он умер при полном сознании. Он, видимо, знал, что это его последнее